Балтит. Балтит – основной и самый распространенный антропологический тип в Восточной Европе и конкретнее в России и Украине. Именно он доминирует как в чистом виде, так и в смесях, в абсолютном большинстве регионов. При этом этот тип долгое время был незаметен. Так его совершенно не знала антропология Европы XIX века и расология Третьего Рейха, которая вроде бы старалась учесть все известные им типы. Поэтому балтит – самый молодой онтологический тип, открытый сравнительно недавно и после долгих споров. Дело в том, что признаки Балтида являются некоторым промежуточным звеном между Западным Балтидом и Восточным Балтидом. Это приводило к тому, что тип считали не базовым, а лишь одной из форм перехода из одного близкого в другой. Германская же расология и вовсе называла Западного Балтида отдельной фальской расой, а Восточного Балтида Остбалтом, совершенно не заметив родство между ними. Точку в споре поставило время, основной критерий антропологического типа – его устойчивость, то есть признаки воспроизводятся в течение нескольких поколений, без метисации, демонстрируя все тот же тип. По этой причине, например, мулаты не относятся в отдельному типу, так как их признаки размываются в ту или иную сторону. А вот уралоидная раса или те же балтиды, которых считали чем-то между, вполне себе самовоспроизводятся в том же виде во многих поколениях. Происхождение балтида определить довольно просто. Он происходит от тех же предков, что и западные балтиды, восточные балтиды, а также иные кроманьонские типы Западной Европы, например, фалит или трёндер. Это прямые потомки кроманьонцев, заселившие ледяную Европу после отступления ледника и за тысячелетия жизни в туманном, влажном и холодном климате, утратившие пигментацию. Преимущественно мясная диета также провела свой отбор, приведя к увеличению роста, массы скелета и мышц, мощным челюстям и большому объему мозга, при белой коже, светлых глазах и волосах. А вот дальше начались расхождения. В Западной Европе кроманьонец мало изменился с неолита, климат почти не поменялся и его исходные признаки сохранились до сих пор. Да, современный голландец или датчанин не настолько силен, массивен и крупен, как древний кроманьонец, но в целом все еще его узнаваемый потомок. В Восточной Европе, где климат был еще более холодный, темный и резкий, кроманьонец превратился сначала в западного балтида. В современной Балтии, где из-за холодового стресса, его тело стало менее высоким и длинноногим, зато более массивным. А на самом востоке Европы тело кроманьонца стало еще более бореальным, коротконогим широколицым, с шарообразной фигурой, быстрым накоплением жира, уплощенным лицом с вогнутой формой носа, типичным восточным балтидом. А вот собственно балтид, средний между этими двумя, развился как раз между Балтикой и Нечерноземьем, в районе современной Беларуси, запада России и севера Украины. В конечном итоге был введен даже особый термин «балтизация», означавший процесс изменения исходного типа по балтидному сценарию с уменьшением габаритов тела, инфантилизацией и некоторой грациализацией. Характеристики балтида: головной указатель, мезо- и брахицефалия, широкая и среднеширокая голова. Ширина лица большая, в среднем 140 мм. Высота лица средняя, высокое лицо, лицевой указатель 89. Нос средней длины, средней ширины или широкий, часто вогнутые формы носа или с тенденцией к ним. Толщина губ малые, тонкие губы, размеры головы крупные во всех проекциях. Челюсть среднеширокая, углы слабо выраженные, рост средний, средневысокий. Цвет глаз серый, голубой, синий, реже зеленый. Цвет волос русый, темно-русый, светлый, около 25% настоящие блондины. Рост бороды средний. Волосяной покров на теле слабый, средний. Структура волос прямые, жесткие волосы. Профиль лица выраженная горизонтальная профилировка эпикантус, крайне редок. Тип фигуры относительно длинное туловище, ноги короче длины корпуса, руки несколько длиннее нормативов для данного роста. Фигура прямая, часто прямая и у обоих полов. Цвет кожи светлый, редко розовато-белый, чаще серо-белый, легко пигментированный. Проще говоря, балтид – это человек среднего роста и среднего телосложения,
с несколько короткими ногами, у него русые волосы и светлые глаза. Крупная голова с широким немного вздернутым носом, борода растет, но не густо, волосы не пышная грива, а скорее ежик. В общем-то типичный житель Владимира Гродно или Новгорода. Он темнее, чем западный балтит, но намного меньше ростом, он более стройный, чем восточный балтит, а его прямой нос и прямоугольное лицо совсем не похожи на круглое лицо предыдущего, с коротким и плоским носом. Действительно, вроде бы это и переход, но настолько своеобразный, что не походит на своих братьев. Где обитают балтиды? Очевидно, что страна с наибольшей концентрацией балтидов сейчас это Российская Федерация. Кроме того, они доминируют в Беларуси, в Украине, нередки в Латвии и Эстонии, Польше, Северном Казахстане, в меньшей степени в Литве, Финляндии и Германии. Можно смело увязывать балтида с русским народом и восточными славянами вообще, поэтому иногда их можно обнаружить в экзотических странах, типа Израиля, но всегда это будут выходцы из русскоговорящих регионов. Какие народы относились к балтидам? С древних времен балтидов можно обнаружить среди восточных славян, например, радимичей, вятичей и славян-новгородских. Однако эти славяне были более долихоцефальными, чем среднему балтидов. Поэтому либо произошли какие-то эпохальные изменения формы головы в сторону расширения, либо значительная часть балтидов имеет финские корни. Так как именно среди неславянских афинских племен Центральной России можно обнаружить совершенно классического балтида современного типа. Безусловная метисация в Киевской Руси с включением обширного круга финских племен в состав государства. А затем новое вливание во времена завоеваний после смутного времени привели к тому, что балтид из скорее финского типа стал преимущественно восточнославянским. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.